Привет, друзья! Сегодня будем готовить роллы. Ну а прежде чем мы начнем, хотел порекомендовать вам наших друзей G-Films. Эти ребята сняли нам шикарный свадебный ролик и занимаются помимо этого еще коммерческой съемкой. Поэтому, если вам нужна качественная свадебная съемка, коммерческая, влоги или записи ваших курсов, можете смело к ним обращаться. Ссылочку на них я оставлю в описании под этим видео. Ну а мы начинаем готовить. И первое, с чего нам нужно начать, это приготовить рис. Опять же, все ингредиенты будут в описании. Я буду готовить 500 грамм риса, и первое, что нам нужно сделать, это хорошенько пару раз его промыть под проточной водой. И на 500 грамм риса мы заливаем 550 миллилитров воды. И на большом огне доводим до кипения. И как только у нас началось активное кипение, закрываем крышкой, уменьшаем огонь до минимального и 15 минут не трогаем наш рис. За это время можно подготовить овощи. Нарежем авокадо и огурец. У огурцов отрезаем жопки, разрезаем напополам и начинаем аккуратно пластовать огурец. Семечки мы использовать не будем. И нарезаем огурцы тонкой соломкой. И дальше зачищаем авокадо. Здесь все как обычно. Нам нужен мягкий. Разрезаем его пополам, поворачиваем и удаляем косточку. Для роллов мне больше нравится аккуратно снять шкурку при помощи ножа, чем вытаскивать авокадо при помощи ложки. Такие вот тоненькие, аккуратные полоски. Овощи у нас готовы, отставляем их в сторону. На подходе готовность риса, и значит мы должны приготовить для него заправку. В 50 мл рисового уксуса отправляю 45 грамм сахара и 5 грамм соли. Все это нужно перемешать и либо так отправлять в рис, либо немножко подогреть в микроволновке, чтобы сахар и соль полностью растворились. Отлично. И рис у нас полностью готов. Перекладываем его в глубокую миску. Небольшое количество может прижариться к дну, в этом нет ничего страшного, это нормально при приготовлении риса для роллов. Вот примерно вот так это выглядит. И теперь аккуратно перемешиваем снизу вверх, чтобы рис не превратился в кашу, а соус равномерно распределился по всему рису. Отлично. Накрываем полотенцем и убираем в сторону охлаждаться до комнатной температуры. А мы пока подготовим все остальные ингредиенты. Ну и, пожалуй, главный ингредиент для приготовления хороших вкусных роллов, особенно роллов Филадельфия, это красная рыба. Я настоятельно рекомендую заранее отправить небольшой кусок рыбы в морозилку, для того, чтобы она немножко подзамерзла. Тогда вам будет намного проще ее нарезать на красивые полоски. Делаю я это в пленке с небольшой прослойкой тканевой салфетки. Вот такой вот красивый кусочек рыбы у нас получается. Для того, чтобы обтянуть ролл Филадельфия полностью рыбой, нам нужно отрезать шириной кусок примерно на 4 пальца мужских. То есть где-то вот так. Оставляем рыбу на салфетке, для того, чтобы она не двигалась, и аккуратно нарезать ее тонкими пластинами, двигаясь от спинки к основанию. Не узор, а произведение искусства. Многие часто спрашивают, какую рыбу я использую для роллов Филадельфия. Обязательно сырую. Не соленую, не копченую, а сырой, хороший, охлажденный жирный лосось. Куски, которые уже не кондиция, и с них не получится нарезать крупный и хороший пласт, нарезаю прямоугольниками, они пойдут в начинку будущих роллов. При этом делаем для себя, поэтому и куски нарезаем хорошие. Хорошего свежего лосося много не бывает. Не менее важный ингредиент для большого количества роллов – это угорь. Угорь у нас жареный, он в соусе. Соус, можно сказать, идет бонусом за его дорогую стоимость, поэтому мы его не тратим зря. Аккуратно отрезаем угол от нашей упаковки и соус сливаем в соусник. Он нам еще понадобится. Отлично. Соуса нам хватит надолго. Теперь займемся угрем. Его нужно разделать. Разрезаем его напополам.
Немного срезаем у изголовья. Переворачиваем и начинаем аккуратно отделять шкуру. И можно немного его подровнять. Все обрезки от угря сохраняем, они идут в начинку для роллов. И то же самое проделываем со вторым куском. А эту половинку мы будем нарезать так, чтобы ей можно было покрыть роллы, как Филадельфию. Тонкими полосочками. Желательно использовать свежезамороженные креветки, не вареные. Вы их легко отличите, они серенького цвета. И из них нужно убрать какахи. Делается это достаточно просто. Зубочисткой подцепляем под спиной, зажимаем, вытаскиваем такую вот непонятную ниточку. Шикарно. Жарить мы будем их в панировке. Для этого мне нужно развести кляр. Я буду использовать готовую смесь, которую просто нужно развести водой. Либо вы можете смешать муку, крахмал и развести их водой вместе с разрыхлителем до состояния густого теста. Заливаем водой и размешиваем до тех пор, пока все комки не разойдутся. Пока разогреваем растительное масло. Нам нужно нагреть его до 180 градусов. Отлично. Масло разогрелось, и вот что мы делаем. Берем наши креветки, окунаем их в кляр, даем ему немного стечь и обваливаем в сухарях. При этом старайтесь не пачкать руки. И обжариваем их в масле примерно 2 минуты. И как только кляр и сухари подрумянились, мы перекладываем их на салфетку. И повторяем процедуру. Отлично. Все основные продукты у нас готовы, рис остыл, и мы можем начать собирать наши роллы. Первым делом нужно подготовить циновку. Это вот такой вот коврик. Его нужно затянуть пленкой, чтобы к нему ничего не прилипало. И еще одна небольшая хитрость для того, чтобы ничего не прилипало к нашему коврику, это слегка смазать его либо кусочком жирной рыбы, либо майонезом. И растираем салфеткой. Теперь рис не будет прилипать к нашему коврику. Ну и, конечно же, нам потребуются листы нори. Вот эти вот стандартные квадратные листы нори, которые идут в пачке, нам нужно разрезать пополам. Если присмотреться, здесь идут полоски, и вот прямо между ними мы разрезаем ровно посередине. Вот из таких половинок мы и будем готовить. У листа нори есть блестящая сторона и шершавая. Начинаем работать с шершавой стороной. Выкладываем ближе к себе на коврик, смачиваем руки холодной водой и берем примерно 110-120 грамм риса. И начинаем его распределять по коврику. Очень важно оставить сверху 1 сантиметр нори, который не будет закрыт рисом, а снизу, чтобы на 1,5 сантиметра рис выпирал за пределы нашего нори. Как только чувствуете, что рис начинает прилипать к рукам, смачивайте их холодной водой. И немного прижимаем рис там, где он выпирает за пределы листа нори, чтобы он утрамбовался. И теперь берем и аккуратно переворачиваем наш рис. С этой стороной мы будем работать как с начинкой.
Первый ролл, который мы приготовим, классический, ролл Филадельфия. Нам потребуется сливочный сыр. У меня сегодня Хохланд. Наносим 2 хорошие полоски сыра. Выкладываем огурец. И хороший, мягкий, спелый авокадо. И теперь, благодаря тому, что у нас здесь огурец и авокадо, мы можем спокойно упереться руками в начинку и плотно подкрутить ее к центру. И продолжаем вести нори и закручиваем ролл. Обязательно подтягиваем коврик и утрамбовываем. И подбиваем края, чтобы ролл у нас был правильной, аккуратной формы. Вот такая красивая колбаска получается. Ну и, конечно же, Филадельфия покрывается рыбой полностью. Берем наш замечательный лосось и укладываем его на ролл. Подтягиваем и прижимаем рыбу к рису. Первый ролл Филадельфия готов. Следующий ролл у нас будет похожий. Назовем его Филадельфия премиум. Украсим мы его дополнительно в конце дополнительной звездочкой сливочного сыра и красной икрой. Смачиваем руки водой и распределяем рис. Самое главное, хорошенько прижать рис, чтобы он перевернулся. Здесь будем использовать 1 полоску сливочного сыра. И также обязательно хорошенько подтягиваем и утрамбовываем ролл. Переходим к приготовлению роллов с угрем. Все так же, шершавой стороной к себе. Отсаживаем 1 полоску сыра. И выкладываем лосось, который нарезали полосочками. И немного свежего огурца. На этот ролл выкладываем угорь тонкими полосками.
И переходим к самому дорогому роллу. Ролл дракон с целым угрем. Наносим тонкую полоску сливочного сыра. Выкладываем авокадо. И закручиваем ролл. Этому роллу придаем слегка квадратную форму, для того, чтобы угрю было удобнее на нем держаться. Для этого прижимаем пальцем сверху на ролл, придавая через коврик форму квадрата. И выкладываем на него угорь. Теперь приготовим ролл Аляска, который обваливается в кунжуте. Выкладываем лосось. Угорь. И авокадо. И обваливаем этот ролл в кунжуте. Переходим к приготовлению не менее любимыми всеми роллов Калифорнии, которые обваливаются в икре летучей рыбы. Можно готовить как с крабовыми палочками, так и с креветками. Мы приготовим оба варианта. Ролл Калифорнии готовится без сливочного сыра, но с добавлением майонеза. Лучше всего, конечно, взять японский майонез, но если его нет, берите любой густой. Немножко надламываем креветки. Добавляем свежие огурцы и авокадо. С крабовыми палочками практически все то же самое. Для того, чтобы наши крабовые палочки лучше держались в ролле, лучше их сразу смешать с майонезом. Добавляем авокадо. И теперь обе Калифорнии обваливаем в икре. Теперь приготовим один из моих любимых роллов, там где побольше сыра, сырный лосось. Отсаживаем хорошую полоску сливочного сыра. Побольше лосося. Конечно же, авокадо. Хорошенько утрамбовать. И сверху покрываем его плавленным сыром. И плотненько прижимаем сыр к роллу. Сейчас мы будем готовить футамаки. Это ролл, который собирается нори наружу. Для этого от целого риста мне нужно отрезать одну полосочку. Выкладываем нори на циновку. И теперь распределяем рис так, чтобы он снизу не выпирал, а сверху оставляем те же самые 1,5-2 сантиметра. Также утрамбовываем рис у основания и выкладываем креветки. Здесь очень важно, чтобы окончание ролла совпало с концом риса. Нори немного смачиваем водой и закручиваем ролл. Ну и последний ролл приготовим опаленный лосось. Прижимаем рис, переворачиваем и угорь. Оборачиваем ролл лососем
И теперь его нужно подпалить горелкой. Отлично. Можем наконец-то нарезать наши роллы. Здесь все просто. Постоянно смачиваем нож водой, чтобы рис не прилипал во время нарезки. Разрезаем ролл напополам. Составляем. Если хотите более аккуратный внешний вид, срезаем и убираем жопки. Ну, по-моему, красота. Осталось только украсить отдельные роллы. Ну все, наши роллы готовы. Друзья, спасибо за то, что подписываетесь на наш канал, оставляете свои комментарии, ставите пальцы вверх и делитесь нашими рецептами со своими друзьями. Давайте скорее пробовать.